Привет, меня зовут Олег. Я работаю в лаборатории агентных систем и обучения с подкреплением JetBrains Research, которой руководит Алексей Александрович Шпильман. Наша лаборатория существует уже больше 3,5 лет, и за это время она значительно выросла как в количестве сотрудников лаборатории, так и в плане экспертности сотрудников. В этом году одним из важных событий в нашей лаборатории было участие нашей команды в соревнованиях Flatland, проводимых под эгидой конференции New RIPS. По итогам этого соревнования мы написали статью, которая была опубликована в Competition Book этой же конференции. Задача перед участниками соревнования ставилась следующая. Необходимо реализовать агента, который бы управлял поездами на железной дороге. Критерии оценки были построены в зависимости от скорости, за которой поезда проходят, расстояния от начала до их пункта назначения, а также количество дедлоков на самой железной дороге. В качестве основного метода, на котором было построено наше решение, мы использовали алгоритм Proximal Policy Optimization. Затем мы добавили к нему различные модификации, которые позволяли агентам коммуницировать друг с другом, а также повышали эффективность, которой агенты воспринимают окружающий мир. В итоге наша команда заняла первое место в треке обучения с подкреплением, также 8-е место в общем зачете. Если же мы говорим про развитие нашей лаборатории в 2021 году, то оно происходило по двум направлениям – количественному направлению и качественному. Рост в количественном направлении – это, по сути, приток новых студентов и стажеров, многие из которых затем будут продолжать работать в нашей лаборатории над проектами, которые мы им предложим, и со временем становиться нашими постоянными сотрудниками. Для того, чтобы увеличить приток студентов и стажеров, которые к нам приходят, мы решили изменить форму подачи проектов на стажировки и осенние и весенние проекты для различных вузов. Мы решили, что вместо того, чтобы подавать большое количество проектов, которые бы специфицировали конкретную задачу, над которой будет работать стажер или студент, мы будем подавать один или два больших проекта, которые будут описывать в целом предметную область, в которой будет работать стажер, а также возможные задачи, которые он может решать. Далее, когда он уже проходит тестовые задания и приходит к нам на интервью, мы ему рассказываем более подробно про задачи, которые он может решать, и решаем вместе с ним, какими задачами он хотел бы заниматься. Это позволяет увеличить приток студентов и желающих, в принципе, попасть на наши проекты. Для того, чтобы ускорить рост экспертизы как у исследователей лаборатории, так и у студентов, мы решили изменить систему семинаров. Раньше у нас было несколько семинаров по разным направлениям, на которых делали доклады как студенты, так и исследователи, из-за чего качество данных семинаров было не самым высоким. Сейчас же мы разделили семинары на две части. Семинары, которые читают исследователи наших лабораторий или приглашенные спикеры, и журнальный клуб, на котором студенты разбирают какие-то статьи. Такое разделение позволяет студентам научиться делать публичные доклады, а также разбираться в статьях, а исследователям и тем, кто хочет глубже разобраться в каких-то темах, получить качественный разбор предметной области. Говоря о дальнейших планах лаборатории, хочется сказать, что одним из основных устремлений нашей лаборатории является нахождение способа применения обучения с подкреплением к практическим задачам. На данный момент существует ряд как теоретических, так и практических проблем, которые мешают добиться широкого применения данных методов к задачам реального мира. И мы стремимся найти и практические, и теоретические способы их решения. В целом, в 2022 году наша лаборатория хочет делать больше исследований и делать их лучше, чем в 2021 году.